Друзья, всем привет! Всем привет! Итак, как провести свой выходной в горах в Испании? Все очень просто. Выходим дома и пешком в горы. Получаете истинное удовольствие, замечательная погода, хорошее настроение, птички поют. Просто все супер. Машина. Ты хочешь сказать, что даже если нет машины, Конечно. можно не сидеть дома, не спать на диване, а все-таки двигаться? Конечно, конечно. Мы двигаемся. Вот что, вот мы прошли-то всего 15 километров. Мы сейчас вот уже пришли до точки и 15 километров назад. Все очень близко. Вот туда мы идем. Ну, как-то так. Если у вас нет машины в Испании, очень легко добираться пешком. Вот как мы идем по вот такой замечательной дороге. Причем практически в любое место. Все рядом. Сейчас вот тоже Правда, прямо горку вышли. тяжело, ну ничего. Прямо вышли рано утром на восходе солнца. И сейчас уже будем в очень интересном месте. Обычно мы проходим в последнее время по 36 километров. Это нормальное расстояние, которое может пройти любой человек. Мы, в общем-то, вот как высоко уже. В очень удобной обуви. Ну и с собой, конечно же, снеки, водичка. Все как положено настоящим туристам. В легких хлопковых футболочках. Чтобы не было жарко. Как-то так. Мы идем немножко в горочку, под горочку, но это очень интересно. Виды открываются шикарные у нас. Мы выше и выше. Вид далеко, далеко туда, на красивые горы. Впереди гаишник. Красивая такая природа. Вот такая дорожка. Смотри, какой красиво, да? Давай посмотрим немножко, передохнем. О, шикарно. Ну, конечно, мы Ну, вот так вот мы шли так вот приперлись. по этой дорожке. В принципе, нормально, хорошо, движение очень такое спокойное. Никто не подрезает, никто не обгоняет. Людей всех вот так вот объезжают. То есть абсолютно безопасно. Обычно Да. мы палки берем, но сегодня вот без палок. Ну, тоже нормально. Хорошо. Сегодня, кстати, у нас один из праздников. Ну, как бы Семана Санта продолжается. И поэтому все гуляют. Все гуляют, народу много, туристов много. Все города битком, парковки битком. Поэтому очень приятно это время провести на природе. А в горах никого нет. Да, в горы мало кто ходит. Не любят люди физически работать, любят отдыхать, пить сервеску, валяться на пляже. Зато пляжи битком. Битком пляжи. Да. Вчера мы были, пляжи битком. Ставим карту. Ну, идем дальше. Смотрите, как красиво. Когда поднимаешься наверх, вот ради, наверное, сейчас я вот так панорамно покажу. Вид как самолет. Да, ради таких видов стоит подниматься наверх. Сразу видно далеко, смотрите, водохранилище изумрудного цвета. Для полива, пожарные водоемы в том числе. А дорожка узкая, люди так Выше припарковались. сосны пошли, выше в горы сосны пошли. Да. Ну, видите, кто-то уже посетил это место. Интересно. Ну, а мы идем вперед. Вы, наверное, думаете, что это отверстие сделали люди, но нет. Такие круглые отверстия в скале вода вытачивала тысячелетиями. Это естественное карстовое образование. А сейчас вот важный момент. Большинство людей думают, что самые красивые горы уже здесь снаружи. Но это вообще только начало. Дальше будет то, из-за чего сюда вообще едут люди. 17 градусов где-то, 16-17. Ну, достаточно тепло. Так, мы вот здесь. Куэвас де Канилобре, 570 метров. Здесь место есть даже посидеть, отдохнуть, поесть в своей бутике. Есть туалеты бесплатные, мужские и женские. Смотрите, тут еще одна фишка этого места. Это известняковые скалы вокруг Бусота. Они считаются одним из популярных спотов для спортивного скалолазания в регионе. Из-за мягкого, но прочного известняка здесь много естественных зацепов и трещин, поэтому сюда приезжают тренироваться и новички, и профи. И когда видишь этих людей на стенах, это как раз тот момент, когда понимаешь, для одних это просто гора, а для других это настоящий спортзал под открытым небом. В пещере 17 градусов внутри, плюс-минус 40 минут длится экскурсия. Да, там нельзя ни фоткать, ни снимать, поэтому мы не будем, наверное, ничего. Есть тоже нельзя. Вот мы купили билетик, 12 евро, по-моему, 12 евро взрослого. Да, кстати, посещение еще музея этнической музыки, но в самом Бусоте. Не знаю, почему нам так продали, другого варианта почему-то там не было. Вот эта пещера, туда мы идем.
Купили водичку. Что здесь есть? Вот в этом аппаратике купили водичку. Немножко жарко. Пьем воду. Ждем свое время. 13:20. €12 с человека. Вот так. Такой цивильный вход только в этой величке. Как прикольно. Вот там будет вход, но фото-видео делать запрещено. А это мы ее в этом. Да. Ну что, поехали. Вход закрыт. Идем назад. Мы полдня сюда поднимались, и оказалось, здесь вход закрыт. Так что выхода здесь нет, да. И мы идем обратно. Ну, очень круто. Почти как Эверест. Градусов 70. Но есть ступеньки. Все, чтобы сохранить интригу. Дальше я снимать не буду. Приезжайте сюда и смотрите. Зал очень большой. Экскурсия закончилась у нас в пещеру, и мы идем обратно. А по дороге нас встречают различные горные цветы. Очень красивые. Сейчас как раз апрель месяц, все цветет. Вернее, продолжает цвести. Еще лоси, бурые медведи и Да, зайцы. персики уже отцвели. Но зато есть вот такие красивые мелкие цветочки. И доминирующий цвет в горах, мне кажется, желтый. Ну, во всяком случае, вот как-то мне так показалось. Так что идем. Кто-то едет по дороге, а мы идем. Кстати, можно такси вызвать. Осторожно, машина. Такси можно вызвать. Да? Да, там сейчас ниже спустимся, вызовем, дальше доедем. Ну, в общем, да, можно, кстати, и на такси. Но очень много, вот если видите, впереди там люди прям пешкадралом идут, и вот там по дороге идут. Жарко уже дальше. Отдельно какие-то домики. Вот сейчас самое время путешествовать. Ну, а летом это будет уже, конечно, невыносимо жарко. Но мы с вами не прощаемся. Сейчас еще вы увидите очень уникальное место, которое мало кто показывает. В гиды вообще не показывают. И в каких-то буклетах вы тоже этого не найдете. Но мы вам обязательно это покажем. Оставайтесь с нами. Бутылочку воды всегда берите с собой. Но наверху там можно купить, кстати, воду. Но лучше всегда иметь. А летом в сумочке специальной для воды, чтобы она не нагревалась. Ну и путешествуем мы в Соломонах. Реклама обуви. Кстати, рекламодатели туристического этого снаряжения. Размещайте свою рекламу. Нет, ставьте супер спасибо. Рюкзаки, обувь, шапочки. Ну и так далее. Ставьте супер спасибо. Воду. Рекламируем все для счастливой жизни в Испании. Такие повороты здесь крутые. Сосны. Приятно пройти по дорожке, да? Очень приятно. Когда выйдешь с утра, в 6 утра, проснешься с петухами. И идешь. По росе. Босиком по росе. Можно песни петь. Вот они, цветы у дороги. Ну вот, как-то так. Такая она Испания. Когда кто-то показывает только хорошее или только плохое, или только недвижку. Интересно смотреть, конечно, все. Все. Так, сойдем с дороги немножко. Так, машины проезжают. Ой, господи. Да, кстати, приятно идти. Идешь, голова очищается, можно подумать. Планы там разные, Да. бизнес-планы. Сны рассказать. Кстати, Бусот находится всего в 25-30 километрах от Аликанте. Это примерно полчаса пути на машине. А сама пещера Канилобре буквально в 5-7 километрах от городка. Прямо в горах над ним. И получается, что ты сначала приезжаешь в обычный тихий испанский городок, а через 10 минут уже оказываешься почти на другой планете. С гор спустились, вышли из пещеры, приехали в сам городок. Смотрите, как аутентично. Вот Бенидорм — это туристический город, мы показывали. А вот это аутентичный, местный,
красивый. Музео де музыка этника вот туда. Вот он. Бусот. Какая красота. Вот это да. Центральная площадь, наверное. Здорово. В каждом городе есть план. На центральной площади. Вот, пожалуйста, здесь. Кстати, можно QR-код отсканировать. Какая старая церковь. Вот это вот красота. Никого. И запах ладана, что ли? Чего-то такого. Смотрите, вот эти, которые нас таскали. Ну, это же маленький населенный пункт, но столько всего интересного. И отель есть, и ресторан достаточно такой. И такой красивый храм. Здесь прохладно. Расписание того, что будет, наверное, проходить концерты в пещере, где мы только что были, Куэвас дель Канелобре. 26 апреля, что еще? 25 до 6. Это 25, пардон, я плохо вижу. 2 мая, 3 мая. Вот телефон и где можно купить. Сайт и телефон, где можно купить билетики. Показываю вам цены в музей. Музей музыки этнической. Ну, у нас вот вход вместе с пещерой 12 евро. А так, взрослые 2,50. Вот это место. Вот даже корейские есть в виде песочных часов. Смотрите. А это марокканский. Парагвай, Испания, Тунис, Афганистан. Рабат. У них там это национальный. А вот тот инструмент. Вообще обалдеть. Там это китайский. В общем, заходите, смотрите. Классно. Ну, в общем, в этот городок, вот от этой пещеры можно приехать на такси, что, в общем-то, мы и сделали. Посетили, вот здесь посмотрели музей, много интересного нам показали, рассказали о мероприятиях, которые будут проходить. Концерт я вам уже показала, где. Вот такой маленький-маленький городок в горах. Вон они, те самые горы. Ну все, а сейчас мы отправимся уже домой. Так что всем удачи, добра. Пока-пока.